Сегодня речь пойдет о памятной монете номиналом 50 центов, посвященной столетию штата Алабама 1921 года. Интересно отметить, что халф Алабамы стал первой американской монетой, на которой был изображен ныне живущий человек – губернатор Томас Килби. Дорогие друзья, я Дмитрий Савин и вновь приветствую вас на канале «Заметки нумизмата». Мы продолжаем наш рассказ о ранних коммеморативах США. Сегодня речь пойдет о памятной монете номиналом 50 центов, посвященной столетию штата Алабама 1921 года. Памятный халф был выпущен в Соединенных Штатах Америки в 1921 году в честь столетия получения Алабамой статуса штата. Официально Алабама вошла в состав США в 1819 году как 22-й штат, и спустя столетие власти региона решили отметить эту дату выпуском собственной юбилейной монеты. Начало 20 века стало временем расцвета американских памятных монет. Многие штаты использовали коммеморативные выпуски не только как способ отметить исторические события, но и как возможность подчеркнуть собственную роль в истории страны. Для Алабамы юбилей был особо важен, поскольку штат стремился продемонстрировать свое историческое значение для американского юга и сохранить память о ключевых фигурах своей политической истории. Монета выпускалась как коллекционный памятный выпуск и распространялась по цене выше номинала. Вырученные средства направлялись на финансирование юбилейных мероприятий и различных исторических программ, посвященных столетию штата. Подобная практика уже стала традиционной для американских коммеморативов начала XX века. Особенностью халф Алабама стало то, что эта монета стала первым памятным выпуском США, на котором был изображен живой человек. Кроме того, часть тиража получила специальную надчеканку 2-2, обозначающую, что Алабама стала 22-м штатом США. Автором дизайна монеты стала Лора Гардин Фрейзер, одна из самых известных женщин-медальеров в истории американской нумизматики. Ее работы отличались высоким художественным уровнем и вниманием к деталям. Позднее она станет автором многих известных памятных медалей и монет США. На аверсе монеты изображены профили двух губернаторов Алабамы – Томаса Килби и Уильяма Бибба. Уильям Биб вошел в историю как первый губернатор штата Алабама после его вступления в Союз в 1819 году. Томас Килби занимал пост губернатора в момент празднования столетия штата и был одним из инициаторов юбилейных мероприятий. Такое сочетание исторического и современного руководителей символизировало связь прошлого и настоящего Алабамы. Интересно отметить, что халф Алабамы стал первой американской монетой, на которой был изображен ныне живущий человек – губернатор Томас Килби. Для своего времени это было весьма необычным решением, поскольку традиционно на монетах США избегали размещения портретов действующих политиков. Именно поэтому выпуск вызвал большой интерес как среди коллекционеров, так и среди широкой публики. Реверс монеты украшает изображение орла со распростертыми крыльями, сидящего на щите. Орел традиционно символизирует силу, независимость и государственность Соединенных Штатов. Композиция выполнена в классическом американском стиле начала XX века и отличается строгостью и монументальностью. Вокруг размещены надписи с названием страны, номиналом и юбилейными датами. Общий тираж монеты составил около 65 тысяч экземпляров, из которых 5 тысяч монет впоследствии были возвращены на монетный двор и переплавлены из-за недостаточного спроса. Как и многие другие памятные полудоллары того времени, монеты Алабама редко встречаются в сильно изношенном состоянии, поскольку изначально распространялись среди коллекционеров и участников юбилейных мероприятий. Тем не менее, экземпляры высокой сохранности с хорошим качеством чеканки встречаются существенно реже. С художественной точки зрения, рассматриваемый халф считается одним из наиболее интересных выпусков начала 1920-х годов. Монета удачно сочетает в себе историческую тематику, необычную портретную композицию и классические элементы американской государственной символики. И на этом мы заканчиваем наш рассказ. До новых встреч на канале «Заметки нумизмата». Приглашайте подписываться своих друзей, коллекционеров, нумизматов, историков. И ждем вас в наших следующих выпусках. Спасибо.